Итак, всем привет! На канале Ижмота с того бока. Решил продолжить такой цикл таких лекций на тему узлов мотоциклов Иж. Сегодня будет разговор у нас о помпе, водяной помпе, которая устанавливалась на ижевские мотоциклы последних годов выпуска. Это жидкостного охлаждения Юпитер 6. Итак, на эти двигатели устанавливалось два вида помп. Вот они обе перед вами. Значит, одна вот помпа имеет вот такое исполнение. Здесь конструкция привода от шестерни идет таким вот образом. Крыльчатка. Вот. И второй вид помпы. Здесь вот так. Крыльчатка исполнения. Видите, да? Здесь вот сделано четырехгранник под ключ. И привод с этой стороны вот такое исполнение. Значит, признаюсь честно, эту помпу я не разбирал. Не знаю, как она разбирается. Чуть позже, как выясню, мы с вами поговорим. Ну, ее я точно тоже буду проводить переборку. Эту я перебрал уже. Эту помпу я пока не знаю, как разбирать, не сломав ее. Поэтому отложим ее в сторону. Как грибы. Можно кушать только те, которые мы знаем. Убираю. Так. Значит, конкретно про эту помпу. Эта помпа разбирается следующим образом. Вот сюда вот на четырехгранник я одевал ключ на 10, держал ее. А вот эти вот усы зажимал в тиски. Ну вот, такие вот у меня маленькие тисочки есть. Вот зажимал таким вот образом, а сверху ключом откручивал. Резьба здесь обычная, правая. Вот. Не сразу все это дело открутилось, все это закипело. Наверное, 91-го года был двигатель, эта помпа оттуда. Вот. Погрел немного. Значит, почему я ее разбирал? Так как мотоцикл 90-х годов, соответственно, сальнику, который тут стоял, ему около, сколько у нас получается, лет? С 90-го сейчас, пускай 20-й. 30, больше 30 лет. Соответственно, при интенсивной езде может пойти охлаждающая жидкость в коробку и будет эмульсия. Причем вы это никак не обнаружите. Пока вы же не проверяете в коробке уровень масла перед выездом. Соответственно, увидите, когда уже с коробкой начнутся проблемы. Что не есть хорошо. Вот. Я сделал, как обычно, небольшую схему. Распечатал. Вот, значит, схема полностью. Система охлаждения Юпитер 6. Вот конкретно здесь помпа сама. Значит, что у нас есть? Вот крыльчатка привода, сальник, его размеры 35-15 на 7. Это уже новый сальник, который нужно будет установить. Такие размеры имеет. Стопорное кольцо и два подшипника, 6300 подшипники. Подшипники довольно редкие, но редкие тем, что продавцы не держат их у себя в наличии. В принципе, они продаются, СКФ и другие. Я нашел такие подшипники, установил новые. Здесь был, на этой помпе был довольно ощутимый люфт, если вот за усы попробовать подергать вверх-вниз, да, то был люфт. Это тоже нехорошо. Вот, заменил подшипники. Это сам корпус, куда устанавливается. Да, причем подшипники конкретно в этой помпе, они разные. То есть, или нифига не разные. Короче, не помню. 6300. Так вот, стопорное кольцо и привод. Вот такой вид имеет.
Все это после того, как открутили, разбирается, корпус греется, подшипники выбиваете, выпрессовываете сальник, ну, либо выковыриваете, кому как удобно, не повредив, самое главное, посадочное место, кромку. Я сейчас не буду разбирать эту помпу, я все скрутил. Вот. В принципе, это и все, как бы ничего сложного. Назад потом заворачиваете, и можно будет пользоваться, со спокойной душой кататься. Обновляйте прокладки. Значит, по поводу сальников, самое главное, да, что хотел сказать. Сальники я ставил, там идет двубортный заводской сальник, вот этот. Он двубортный. Вместо него, ну, его найти, не знаю, нереально, там с мопеда верховины вроде откуда с коленвала подходит, еще что-то. Я поставил один однобортный, вот такой сальник. 15-35/7. Тоньше мне не удалось найти, я хотел 2 запрессовать, потому что там что-то около... Ну вот, вот этот сальник я поставил 35-15/7, там осталось небольшое пространство, около 3 мм. Ну, второй сальник, естественно, не получится установить, потому что там и коррозия поела посадочное место рядом. Поэтому я установил один однобортный, он получается. Вот только вот здесь вот кромка. А тут ну вот одна кромка, а здесь у нас идет просто как пыльник сделано. Ну, не знаю, по моему мнению, в принципе, эти сальники очень неплохого качества, достойного. По моему мнению, все должно работать и с одним сальником. Ничего страшного. Посмотрим. Время покажет. Такой экспериментальный образец мотоцикла. Поэтому в работе потом мы все увидим. На этом все. Всем всего доброго и до новых встреч.